Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю со 2 по 8 октября. Давайте узнаем, что подскажут карты. Я надеюсь, метафорические образы карт, их значения дадут какой-то инсайт вам или помогут просчитать, может быть, ту или иную ситуацию в своей жизни и сложить какой-то пазл. Ведь у каждого из нас какая-то своя личная история жизненная. И давайте узнаем, я уже приготовила колоду, и мы достанем первую карту. Традиционно, что важно знать или что будет наиболее актуальным для вас, как видят карты на неделю. Чего не избежать, или это у нас неожиданности на этой неделе, что может быть, прийти, может быть, новости какие. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А вот что нам будет помогать и радовать, давайте узнаем. Давайте такую карту достанем, что скрыто. Может быть, это и вы что-то не замечаете, или какие-то еще нюансы. По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Посмотрим финансовая энергия. Как личную жизнь видит Таро. И достанем карту совет на неделю. Какой-то итог подведем. Итак, что важно знать. Рыцарь Пентаклей едет медленно. Марафонский забег на какую-то далекую дистанцию. Но так в целом звучит карта. Конечно, Пентакли – это деньги. Это может быть какая-то тема в работе, новая работа. Или на вашей работе произошли какие-то изменения. Не то, что у вас даже что-то поменялось. Хотя и такое я не исключаю. Могли поменяться ваши взгляды на жизнь. Или могло отношение к кому-то или к чему-то измениться. Или происходят какие-то перемены, может быть, с руководством, или происходят перемены в каких-то требованиях, в графике работы, еще в чем-то. И тоже с элементом обновления мы словно приступаем к новому труду, или в каких-то новых условиях. Такое тоже может быть. Но больше я по этой карте вижу все-таки, знаете, наша личная идея, чего мы хотим добиться. И это подразумевает карта, не произойдет быстро. От нас потребуется где-то настойчивость и внимание к деталям. Вот этот вот забег на длительный период времени, когда успех, он не приходит в одночасье, но зато то, что к нам приходит, мои дорогие, это на долгие годы, вот как раз на десятилетия по этой карте, как и финансовую стабильность, как и новое качество жизни, вот мы как будто можем заложить. Вы можете тут и по личной жизни тоже какой-то, проектом это не назовешь, но кто знает, может быть, и прежние какие-то отношения с каким новым вдохновением, может быть, дети ваши или дела, связанные с детьми, кому-то вы будете помогать, оказывать финансовую поддержку, участвовать в их жизни. Такое тоже может быть. Но есть ваш интерес, одним словом, близнецы, тот, который измеряется не одной неделей, а вот той самой где-то дистанцией. Деньги по этой карте тоже обещаются. Чего не избежать. Но есть и та ситуация, которая у вас словно зависла. Или, может быть, как раз есть тема, которую вы хотели бы, чтобы это как-то ускорилось. А нам говорят, вот есть и это старший аркан, обстоятельства, стало быть, есть, которые препятствуют что-либо ускорять. Или карта нам говорит, что могут быть задержки, может быть, с оформлением бумаг, каких-то документов или то, что мы хотим осуществить. Вообще две карты неспешности. С другой стороны, по повешенному, мы где-то не должны дать от тех обещаний, которые нас потом в какой-то тупик поставят. Или по этой карте, словно мы окажемся пойманными на крючок, вот такой момент тоже есть. Значит, оценить, наверное, насколько тот или иной проект имеет место быть в моей жизни, насколько он жизнеспособен, насколько прибылен, может быть. Все зависит от того, чего вопрос касается. И даже если сферы отношений, насколько этим отношениям, может быть, я могу доверять, или насколько я буду счастлив или счастлива. Что это вообще само по себе. Как будто, если мы говорили, что важно знать, в целом может карта рыцарь Пентаклей еще говорить о том, что для вас будут наиболее важны как события, как люди, как дела, как какие-то ваши проекты, которые тоже имеют продолжение на длительный период.
Не что-то однодневное, может быть, даже как успех, который сегодня есть, завтра и растворился, пойди поищи. А то, что нам на длительный период времени придаст уверенности, спокойствия и финансовой стабильности. Вот, наверное, вокруг вот этих основных моментов будет крутиться вся неделя. Или вы будете себе задавать вопросы. И значит, в какую-то подвешенную даже ситуацию уже больше вероятность не попасть, если оценить все правильно, как риск, например, на длительную дистанцию. Может быть и так. Но сказать о том, что вот на этой неделе что-то профорсировать или сделать быстро, или ускорить, наверное, вряд ли получится. Чему сейчас не время? Ускоряться. По рыцарю мечей это всегда спонтанность какая-то, быстрота, быстрота реакции, может быть. Но есть еще и люди, когда, допустим, приходит человек в нашу жизнь, буквально, чтобы не сказать, врывается и нам пытается что-то доказать. Может быть, вы столкнетесь. Тогда нам карта говорит, не время спорить. По этой карте мы можем начать, знаете, как будто из-за недоверия кому-то искать какую-то информацию в надежде получить что-то противоположное, как будто подтвердить свои предположения. Иными словами, копаться где-то, да, вот так мы будем говорить. Вообще, эта карта нам говорит как раз, если мы хотим какую-то истину узнать, что есть по факту, то мы ее узнаем. Но здесь, на этой неделе, в позиции, как будто чему сейчас не время. Скорее всего, вы и так все уже знаете, мои дорогие близнецы, и не стоит искать черную кошку в темной комнате, где-то не усложнять себе жизнь. И не усложнять жизнь кому-то что-то доказывая. Потому что борец без причины, пусть в другой колоде, но по этой карте идет. И я как раз про тех людей, которые без приглашения врываются, опять же, в нашу жизнь и пытаются как-то ее перекроить или что-то доказать нам, втягивают нас в какой-то конфликт, может быть, да, или в какие-то разбирательства. Вот этому всему сейчас не время. Нет, все-таки по рыцарю Пентаклей это то, что надежно. Это то, что стабильно. Это то, что понятно, самое главное. А все остальное, видимо, ну как-то по боку. Что же помогает, что радует. Ну, вы посмотрите, рыцарь кубков. Много передвижения. Движения у вас 3 карты, которые говорят и о приходе каких-либо новостей или информации, о ваших поездках, о возможных приездах к вам людей или о тех, которые вы будете, может быть, договариваться, планировать, и о том, что, в принципе-то, скучать будет некогда, несмотря на то, что период нам сказали, да, с учетом карты повешенного, ну, сам по себе вроде бы не располагает к тому, что мы что-то ускорим, но движение, тем не менее, может быть, так события сложатся, что в один день придется сразу в несколько пунктов отправиться или с разными людьми проконтактировать, решить какие-то вопросы. Значит, я могу предположить, что предоставьте ситуации разворачиваться самой по себе. То, что у вас уже складывается, как будто с этим вот мы и работаем или взаимодействуем. А что-то перевернуть и как будто по-другому начать вряд ли получится. И, знаете, сама по себе неделя может быть достаточно интересной и продуктивной, если мы где-то умело воспользуемся то, что само плывет в руки, сказала бы так, правда? Потому что буквально, что нам помогает рыцарь кубков? Приятные эмоции, предложения. То есть вот что-то нам предложили, а мы вроде бы как не отказались. Нам сделали комплимент, а мы улыбнулись. Хорошее настроение, вдохновение. Вот это все нам помогает. С другой стороны, рыцарь кубков это какая-то личная история, ведь часто проходит по этой карте. Я могу сказать, что значит в личной жизни какие-то хорошие новости у вас тоже будут. Что скрыто? Ну, если только вы что-то сами можете скрывать, потому что 4 пентаклей– это карта жадина, я ее называю. Тот, кто все удерживает, все то, что он достиг, все то, что он имеет. Безусловно, какая-то и финансовая составляющая тоже имеет место быть. Не хочется тратить деньги, не хочется что-то менять. Это у вас может быть такое внутреннее чувство, которое ведь это в позиции что скрыто, или то, что мы можем ну, как будто не замечать или не придавать значения. Мы можем держаться за что-то. Или за то, что прежде нам было уже как-то отработано, отстроено, понятно, а приходят новости и что-то меняется, правда? Вот я об этом в самом начале сказала. А мы как будто пытаемся удержать
то, что уже было до того, какое-то прошлое. Иногда по этой карте идет, я хожу по кругу, и какой-то вопрос я не могу решить с учетом карты повешенного. Если мы спрашиваем, что скрыто, вы можете не заметить, что если вы будете действовать при решении того или иного вопроса каким-то одним и тем же методом, то тогда четверка пентаклей нам говорит: действуя по-прежнему, ты не получишь какого-то другого результата. И если та тема, которую вы хотите решить в своей жизни, она потребует от вас как будто альтернативных действий или поиска альтернативных вариантов, другого какого-то подхода. Но действуя как будто по старинке, мы все оставим, как было. Мы какую-то ситуацию не изменим. В той позиции, для кого из вас, наоборот, нужно изменить, то вот это, наверное, правило следует учесть. Но если вы, наоборот, все удерживаете и не хотите менять, то я бы сказала, у вас это получится. Ну, по крайней мере, на этой неделе. Дела, работа, бизнес. Пятерка и пятерка кубков, карта недостатка, недостатка взаимопонимания, когда нас не радует что-то. Сложилось совсем не так, как мы хотели. Ну вот как раз четверка пентаклей. Если мы предполагали, что какое-то дело у нас наверняка получится осуществить, но методы мы использовали прежние, то мы, скорее всего, получаем тот же самый результат. Поэтому оценить, насколько для вас важно, например, продвижение или решение конкретного вопроса, тут что угодно, документы или то, что вы себе в плане работы поставили как какую-то, и у кого-то бизнес-план, а у кого-то чистолюбивый план, когда я хочу чего-то добиться. Определенно для того, чтобы, если вы имеете какие-то планы, когда не хочется удерживать, а больше хочется каких-то перемен. Вот если хочется стабильности, тогда это вот, как я сказала, получается. Но каков будет результат? Ну вот где-то то, что было. Мы не получим другое. А если правда решение того или иного вопроса словно требует другого подхода, то тогда нужно не горевать, а как будто развернуться, нам об этом говорят, и на 180 градусов увидев какие-то новые возможности. Вот карта продолжает как раз предыдущую четверку пентаклей. Продумайте, смотря чего касается ваше дело или вопрос. Финансы давайте посмотрим. Ну вот, наверное, 3 у нас рыцаря выпало, и четвертый рыцарь жезлов. Это тот рыцарь, который имеет какую-то идею свою. И если мы говорим про деньги, новый способ заработка. Это новости, которые к вам могут прийти. Мы можем столкнуться с человеком, который понимает, что жизнь не будет статичной надолго. Она неизбежно что-то в себе несет новое, и будут происходить перемены. И по рыцарю жезлов он как раз готов к этим переменам, и даже если что-то идет совершенно не так от первоначального плана, когда идет что-то наперекосяк. Это само по себе какое-то приключение, потому что подразумевается, может быть, самостоятельное творчество, мои дорогие. Вот для вас как способ заработка может быть рассмотрено как ваше творчество или любимое дело, хобби, чем вы занимаетесь. Может быть, это какое-то ремесло. По этой карте идут еще и новости, которые к нам приходят, на которые мы должны быстро откликнуться. Мы как будто не можем что-то отставить на потом. Или вам, может быть, для решения финансовых вопросов куда-то придется поехать. Или к вам придет человек, который тоже какие-либо новости по финансам вам приносит. Или это будет предложение по работе. У вас все 4 рыцаря, вот вообще такое очень редко бывает. Вот такие противоположные энергии для вас могут быть близнецы, словно в какой-то динамике в течение всей недели. Давайте мы посмотрим, что у нас в личной жизни. А здесь по справедливости. Наверное, все зависит от того, как какую-то историю вы развивали до этого времени, то вот мы результаты получаем. По справедливости это еще карта может говорить про как правосудие. В других колодах Таро это называется, и может быть у кого-то были вопросы, связанные с судебными разбирательствами. Значит, не могу сказать, что что-то будет решено буквально на этой неделе. Наоборот, нам говорят про какую-то паузу. Но может быть, как подсказка, если ты действовал одним методом, то вот как по четверке пентаклей, то ты где-то и получишь. Если у кого-то, правда, будет та ситуация, которая
вы хотели бы изменить, завершить что-то, да? А здесь затягивается и затягивается. Тогда оно будет и дальше затягиваться, если мы словно эту как-то ситуацию не изменим. Подумайте, какие новые подходы, какие возможности, как договориться или как изменить в ту сторону, в которую вы хотите, мои дорогие близнецы. И самое главное по этой карте – баланс, эмоциональный баланс и быть честным самим собой. Все зависит, опять же повторяюсь, от того, какие планы вы ставите. 4 рыцаря – это, ну, наверное, как 4 стихии. И вот какая из этих стихий, какой результат вы в конце концов получите, будет зависеть и от вашего восприятия какой-то реальности, от того, какие вы планы перед собой ставите, какие методы вы используете и насколько вы готовы словно продвинуться в сторону новых перемен, изменений. И у нас все должно быть по закону. Интересная неделя. Совет от карт. У вас какой-то очень, может быть, удачный период, карта Солнца вам выпадает, когда, правда, одним махом или сделать, допустим, для себя что-то одно очень важное, мои дорогие близнецы, в какой-то сфере жизни, а все остальные сферы как будто подтянутся и будет полная гармония, радость, как будто нам, успех, удача по карте обещается, да, совет от карт. Есть у вас сейчас, значит, очень большой, как и потенциал, может быть, это старший аркан, как будто вселенное пространство, назовите карма, как угодно, нам все-таки помогает найти собственное солнце или решить тот или иной вопрос так, как мы хотим. Но если мы, наверное, да, это, конечно, отчасти это философия, но у вас тут и философии достаточно. Посмотрите, какие карты. Они совершенно противоположные, они где-то разрозненные. Где-то ведь это может быть вот этот тормоз как будто в делах из-за того, что нет какой-то определенности нашей внутренней. Мы получаем на завтра соответственно тем мыслям, которые мы имеем сегодня. И если вы сегодня что-то вот думаете на удержание, вот, да, тогда нечего удивляться, что что-то не меняется. Или не изменилась какая-то ситуация. Может быть, вы и приложили много усилий, чтобы ее внешне изменить. А тут нам говорят, что самое главное, как ты внутренне думаешь, видишь. Если ты внутренне к чему-то не готов, скорее всего, и пространство не откликнется на какой-то твой посыл. Тут какая-то глубокая убежденность в переменах должна быть. Или, если вы этого, повторяюсь, хотите. Или тогда где-то у нас получится удержать. Мы удерживаем как раз. Вот в плане удержания что-то или какой-то остановки. Тут как раз полный вперед. Но если мы хотим, ну, как новое вдохновение, новое качество жизни, тогда мы неизбежно словно должны навстречу своей судьбе выйти и рассмотреть какие-то альтернативные варианты. По крайней мере, нам об этом все карты сказали. 4 противоположные энергии совершенно. И 5 кубков, которая говорит о том, что нужно разворачиваться на 180 градусов. Или в чем-то тогда ставь точку, соглашайся вот с этой ситуацией, которая где-то не развивается. И ты ее, считай, уже удержал. Она уже будет сама по себе как будто удерживаться. Перекладывайте на себя, вот как будто свое солнце выбираете, мои дорогие близнецы. Удивительный расклад. Так вот, я пока с вами говорила, пытаюсь вспомнить. Я не помню, чтобы 4 рыцаря мне когда-то выпало, правда? Вот это, наверное, впервые за все эти годы. Перекладывайте на себя, будьте счастливы и любимы всегда.